В организации тюркоязычных государств наметился серьезный раскол по кипрскому вопросу. На фоне недавнего саммита Европейский Союз, Центральная Азия, прошедшего 3-4 апреля в Самарканде, в организации тюркоязычных государств обозначились тревожные тенденции, которые могут поставить под вопрос дальнейшее существование этого формата как единого политико-культурного блока. Кипрский вопрос, до недавнего времени находившийся на периферии внимания, стал отправной точкой возможного раскола. Решения, принятые Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном, фактически продемонстрировали, что тюркская солидарность может отойти на второй план перед геополитическими интересами и финансовыми приоритетами. Эти три государства подписали в Самарканде декларацию, выразив тем самым поддержку резолюциям Совета Безопасности ООН, которые не признают независимость северной части Кипра. Более того, они назначили послов-резидентов в официально признанную Республику Кипр, что, по мнению Анкары и Баку, воспринимается как шаг, подрывающий статус самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, наблюдателя в составе Организации тюркоязычных государств. Характерно, что официальная Анкара воздержалась от публичных комментариев в адрес своих центральноазиатских партнеров. Однако представитель Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Эрикчи в интервью турецким СМИ озвучил резкую критику в адрес стран, выбравших курс на сближение с ЕС. Он выразил разочарование тем, что государства, считающиеся братскими, игнорируют Турецкую Республику Северного Кипра, стремясь наладить дипломатические отношения с греко-кипрской стороной. Эти республики, особенно Узбекистан, Казахстан и Туркменистан, делают ставку на экономическое партнерство с ЕС. Это ясно видно из их дипломатических шагов и стремления получить доступ к фондам, выделяемым Евросоюзом для развития Центральной Азии, заявил Эрикчи. Речь идет о внушительном фонде в размере 12 миллиардов евро, выделенном Европейским Союзом на поддержку инфраструктурных и экономических проектов в регионе. Ради этой финансовой поддержки некоторые страны Центральной Азии, по всей видимости, готовы выстраивать отношения с Южным Кипром и Грецией, даже если это вступает в противоречие с ожиданиями Турции и Азербайджана. И хотя Баку пока не озвучил официальную позицию по вопросу Кипра, глава азербайджанского аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу предположил, что признание Турецкой Республики Северного Кипра со стороны Азербайджана – вопрос времени. На полях недавнего дипломатического форума в Анталье президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с главой Турецкой Республики Северного Кипра Эрсаном Татаром, что вызвало обсуждение в экспертной среде о возможной смене вектора внешнеполитического курса Баку. Однако разногласия внутри Организации тюркоязычных государств касаются не только Кипра. Важнейший вопрос – энергетическое сотрудничество. Азербайджан, будучи одним из главных поставщиков природного газа в Европу, сталкивается с растущими трудностями. На международной конференции в университете АДА в Баку Ильхам Алиев отметил, что страны Европы проявляют неуверенность в долгосрочном спросе на газ, что препятствует инвестициям в расширение инфраструктуры. Мы уже участвуем в развитии газовой сети в некоторых европейских странах. Но без гарантий спроса со стороны Европы ни инвесторы, ни сами страны не будут вкладываться. Это может привести к дефициту газа в будущем, заявил Алиев. На сегодняшний день Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран, из которых 10 европейские, включая 8 государств, членов ЕС. Однако, несмотря на все усилия Баку, спрос на его энергоресурсы остается ограниченным. Европейский инвестиционный банк уже объявил о прекращении финансирования проектов, связанных с ископаемыми видами топлива, в рамках стратегии достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Это ставит под сомнение целесообразность дальнейших вложений в газотранспортную инфраструктуру, соединяющую Каспийский регион с Европейским Союзом. В этих условиях геополитические приоритеты тюркских государств начинают стремительно смещаться. Все больше стран региона ориентируются не на единую тюркскую повестку, а на собственные интересы и выгоды. Средняя Азия превращается в арену конкуренции не только между Турцией и Россией, но и между Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки и Китаем.
Последний предлагает региону грандиозный проект «Один пояс, один путь», который, в отличие от тюркской интеграции, опирается на прагматизм, экономику и транспортную связанность. Американский политолог Уолтер Рассел Мид в своей аналитике подчеркивает, внешняя политика стран Центральной Азии сегодня базируется на 3 опорах – экономическом прагматизме, этническом патриотизме и реалистичном подходе к международным альянсам. И в этом уравнении Турция и Азербайджан все чаще оказываются на вторых ролях. Все это разрушает когда-то амбициозную концепцию тюркского мира как новой силы на евразийском пространстве, которая должна была охватить территорию от Балкан до китайских границ. Эта идея в последние годы активно продвигалась Турцией и Азербайджаном, особенно после Второй Карабахской войны, когда военное сотрудничество между двумя странами стало особенно тесным. Но кипрский кейс показывает, далеко не все тюркоязычные государства готовы жертвовать выгодными международными отношениями ради идеологического единства. Становится все более очевидным, что в 21 веке не лозунги и культурная общность определяют внешнюю политику, а конкретные интересы – экономические, транспортные и энергетические. Именно поэтому страны Центральной Азии смотрят на Запад и Восток, а не только на Турцию. Желание диверсифицировать партнерство, избежать зависимости от одного центра силы и расширить возможности маневрирования подталкивают их к более гибкой и прагматичной дипломатии. Можно предположить, что попытки Анкары и Баку вновь скрепить организацию на основе идей тюркского братства будут встречать все больше трудностей. Европа и Китай предлагают этим странам не идеологию, а инфраструктуру, инвестиции и реальные экономические перспективы. И хотя Турция остается важным игроком в регионе, она уже не является безальтернативным партнером. Таким образом, организация тюркоязычных государств сталкивается с глубокими противоречиями, которые невозможно игнорировать. Если эти тенденции сохранятся, формат может либо трансформироваться в нечто более формальное и слабо связанное, либо вовсе утратить свое значение как серьезный международный актор. Возможно, Баку и Анкара еще предпримут усилия по спасению общего проекта, но уже сегодня очевидно, что тюркский мир в его нынешнем виде – это не объединенный политический блок, а скорее ассоциация государств с разными курсами, интересами и приоритетами. И вопрос Кипра, как и энергетическая неопределенность, лишь подсвечивают более глубокие процессы, происходящие в регионе. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.